Как ты думаешь, какие камеры изменили цифровую фотографию так сильно, что после них все стало иначе? Пока ты пишешь свои ответы в комментариях, я расскажу о 10 таких моделях. От первой цифровой зеркалки до настоящей революции без зеркалок и смартфонов. На самом деле очень сложно выбрать, если учесть, что первая камера появилась в 1991 году. Но среди сотен моделей, которые вышли за эти годы, все-таки есть те, которые особенно выделились и были не просто инструментом. А еще, пока я готовил это видео, то отлично поплавал на волнах своей памяти. Помню, как вчера. Я только пошел в первый класс, а в это время на другом континенте уже появилась первая коммерчески доступная зеркалка – Kodak DCS-100. Если тебя удивляет, что на фотографии Nikon, то все нормально. Я ничего не перепутал. Внешне это был Nikon F3. Его корпус использовался в этой конструкции. А Kodak разработал цифровую часть. 1,3 мегапиксельную матрицу, всю электронику и запоминающее устройство. Жесткий диск на 200 мегабайт в отдельном блоке, который, кстати, весил почти 4 килограмма. Использовали именно этот корпус от Nikon, потому что он был надежным и привычным для профессиональных фотографов того времени. Камеру разработал инженер Стив Сассон, тот же, кто в 1975 году создал первый прототип цифровой камеры. DCS-100 использовалась преимущественно фотожурналистами, которым было важно быстро передавать снимки. На старте камера стоила около 20 тысяч долларов, так что позволить себе такую камеру могли только новостные агентства, военные, ученые, ну и прочие организации. Но это был первый важный шаг от пленки к цифре, а спустя 9 лет в игру вступил Canon. Модель EOS D30. В 2000 году эта камера стала доступна широкой публике. 3 мегапикселя, APS-C матрица и цена в разы ниже профессиональных моделей – $3000 по доллару за пиксель. Это первая камера, которую Canon разработал самостоятельно, не полагаясь на Kodak. До этого Canon использовала именно их сенсоры. Но в этот раз они решили уйти в автономную разработку, и это стало настоящим прорывом. D30 положила начало серии EOS, которая определяла рынок на протяжении следующих десятилетий. Fujifilm FinePix S2 Pro. И это 2002 год. Камера получила 6-мегапиксельную Super CCD матрицу и базировалась на Nikon F80. Особенность этой суперматрицы в том, что там необычное расположение пикселей. Они располагались по диагонали, как пчелиные соты. Это позволило получить изображение с расширенным динамическим диапазоном и более точной цветопередачей, что, конечно, очень нравилось портретным фотографам. Fuji уже тогда стремился сохранить характер пленки в цифровом мире. 2003. Canon в моей подборке встречается чаще всего. Есть над чем задуматься. На этот раз они выпустили модель, которую даже я прекрасно помню на полках магазинов. Один мой знакомый на нее фотографировал. И мне кажется, что именно из-за его снимков я выбрал первой камерой именно Canon. EOS 300D или Digital Rebel. Это первая цифровая зеркалка, которая преодолела психологическую отметку в $1000. Ее стартовая цена была $899 с кит-объективом. Именно тогда многие фотографы впервые перешли на цифру. 6,3 мегапикселя, удобное управление и, наконец-то, ощущение, что качественная фотография становится доступной. 2008. Я начал встречаться со своей будущей женой и впервые побывал на концерте Металлики. А Canon выпустил 5D Mark II. Камеру, которая не только фотографировала, но и снимала видео. Full-frame сенсор и возможность снимать Full HD. Это мгновенно сделало ее востребованной в независимом кино. Одна из самых популярных историй в том, что финальный эпизод сериала «Доктор Хаус» был снят именно на нее. А тогда это был, наверное, самый популярный сериал. А еще ее активно начали использовать документалисты и ютуберы. Началась эпоха ютуба. Я думаю, сам Canon не ожидал, насколько сильно эта камера изменит индустрию. А я тогда был одним из тех, кто считал, что фотоаппарат должен только фотографировать. И вот мы встречаемся на ютубе. А этот ролик записан на фотоаппарат. Спустя всего год, в 2009-м, Leica решила всем напомнить о корнях фотографии, возвращая к ручной работе и вниманию к каждому кадру. Они выпустили первую полнокадровую дальномерную цифровую камеру Leica M9. Фотографы полюбили ее за простоту и прямое взаимодействие с процессом фотосъемки. Но Leica не была бы Leica без цены в $7000. 2010. Принимаю поздравления, и я стал отцом в первый раз. А Fuji выпустили легендарную компактную камеру с ретро-дизайном, фикс-объективом на 23 мм и гибридным видоискателем Fujifilm X100.
Эта камера пропагандировала неспешную съемку и задавала новый стандарт. Это стало началом целой серии камер, вдохновленных пленочной эстетикой. Сейчас, кажется, уже вышла 6-я версия этой камеры. Все тот же 2010. Deftones выпустили новый альбом Diamond Eyes. Не лучший, на мой взгляд, но им можно все. А еще вышел iPhone 4. Смартфон, который стал поворотным моментом. До него камеры в телефонах были просто забавным дополнением. Мы на них, конечно, что-то снимали, но сейчас на эти снимки уже без слез не взглянешь. С 4-кой мобильная фотография вышла на новый уровень. 5 мегапикселей, задняя подсветка матрицы, автофокус, HD видео. Именно с нее начался бесконечный холивар. Что же лучше, камера или смартфон? Но главное, что выход этого смартфона совпал с появлением Instagram, с появлением приложения, которое изменило то, как миллионы людей делятся изображениями. В одной точке пространства сложилось все сразу. Доступная камера, работающий мобильный интернет и новая визуальная платформа. И это, без преувеличений, изменило всю культуру фотографирования. Из этой временной точки у меня только одно воспоминание. 5-дневный тур на Кипр из Москвы в 4-звездочный отель по тарифу «Все включено» стоил 20 тысяч рублей на двоих. И пока мы с женой откисали на берегу моря, Sony анонсировала маленькую камеру с 1-дюймовой матрицей и светосильной оптикой. Sony RX100. Камеру, которая впервые объединила в ультракомпактном корпусе характеристики, которые раньше были доступны только в более крупных и дорогих моделях. Скоростной автофокус и возможность съемки в RAW. Ее мгновенно стали использовать как камеру для путешествий, даже профессионалам, которым нужна была карманная камера. Изменилось само представление о том, на что способны компактные камеры. И как и с Fuji, это стало началом серии, которая продолжается до сих пор. На мой взгляд, это самый важный год в истории цифровой фотографии на данный момент. С ним может сравниться только выход 5D Mark II. Выходит первая в мире полнокадровая беззеркалка Sony Alpha 7. Мне кажется, до этой модели никто не воспринимал Sony всерьез. И уж точно тогда никто не понимал, почему из камеры убрали зеркало, а она не перестала фотографировать. Sony уместила в компактный корпус full-frame сенсор на 24 мегапикселя, электронный видоискатель и сделала новый байонет. Canon и Nikon тогда жестко затупили и не стали переходить на беззеркальные системы. И уже к 2019 году 3-е поколение «семерки» стало самой продаваемой полнокадровой камерой в Штатах. Компания очень быстро захватила огромную долю рынка благодаря постоянному обновлению своих моделей и тому, что уделяла внимание не только фотографии, но и видеосъемке. Конечно, и сейчас камеры продолжают развиваться, но уже давно не было каких-то громких событий. Наступило время создания камер под конкретные задачи. Например, нельзя не восхититься, какой путь прошли дроны. Благодаря их появлению мы смогли увидеть абсолютно невероятные кадры, которые раньше было просто невозможно сделать. При этом очень сильно развивались и платформы, которые, конечно же, повлияли и на нас, и на производителей. Instagram дал толчок визуальному сторителлингу. YouTube сформировал спрос на видео, а TikTok научил нас смотреть видео вертикально. Если раньше снимали только ради сохранения момента, то теперь ради общения, контента, самовыражения. Мир фотографии стал очень разным. Эволюционировала сама идея фотографии. Спасибо, что окунулся в прошлое вместе со мной и выплыл обратно. А если тебе понравилось это видео, то лайк, подписка, колокольчик. Ссылка на Telegram и Instagram в описании. Заходи, чтобы поздороваться. Пока.